привет! Сегодня вторая часть моего видеоролика о рамочках из гипса. В первой части я делала вот эти рамочки, а сейчас я буду их декорировать, то есть делать их красивыми, разноцветными. И затем я покажу, как я решила сделать задники для этих рамочек, для того, чтобы крепить к рамочкам картинки либо фотографии. Значит, рамочки у меня полностью высохли. Сейчас я буду окрашивать две вот эти рамочки, две из них, вернее, в белый цвет. Одну рамочку я оставлю просто белую, а вторая рамочка будет у меня потом задекорирована. И для вот этой для дальнейшего декорирования мне нужен как раз основа, чтобы была белого цвета. Я вот выбираю вот эту сейчас самую такую фактурную, самую узорную рамочку, и на ее примере буду показывать, как красить в белый цвет данную гипсовую отливку. Как это делаю я, по крайней мере, я вам покажу. Итак, я окрашиваю первую рамочку в белый цвет и рассказываю сейчас, как я это делаю. Я окрашиваю нестандартным способом, то есть не беру просто кисточку, макаем в краску, как это делается обычно, и красим рамочку. Нет, я делаю немножко по-другому, чтобы вот этот вот слой краски очень хорошо лег на рамочку, потому что рамочка-то фигурная, как вы видите, она сложного рельефа, и чтобы попала везде краска и не наделала таких больших луж и наплывов, сделать это краской сложно, поэтому я делаю так. Я использую для окрашивания, в данном случае, я использую эмаль акриловую матовую белую фирмы Лакра. То есть краску вы можете брать любую, какая у вас есть. Но вот у меня вот такая краска, и она мне, в принципе, очень нравится в работе. Я беру немножко этой краски, вот примерно пол столовой ложки, больше не надо. Даже этого будет много, наверное. Переливаю ее в стаканчик и примерно столько же доливаю водички. Ну, чуть больше, может быть, даже. Вот так. Тут на глаз все это делается. Но ложкой промешать это сложно. Так, сейчас я сразу возьму кисточку и кисточкой все это уже размешаю. То есть нужно вот эту массу сделать однородной. Масса получается такая вот, как назвать-то правильно, как жиденький кефирчик или жиденькая сметанка, но вот даже пожиже. Вот чуть-чуть водички добавить. Я мало, наверное, там налила, там краска была. То есть нам нужна вот жидкая вода, жидкая белая вода. Вот так. Теперь я укладываю эту рамочку в посудинку какую-то, но в данном случае эти штучки очень удобные, пластиковые. И теперь просто начинаю вот такими вот мазками пропитывать эту рамочку вот этой вот жижечкой. То есть получается, что я крашу, но крашу вот таким жидким раствором. То есть, как видите, сейчас здесь сплошные лужи. И кажется, что это все вот нехорошо прокрасилось. Но, тем не менее, вот такая жидкая краска хорошо заполняет все узорные элементы, проникает во все отверстия. Вот так я сделала. Даже можно всю вот эту вот баночку сверху вылить, и как будто бы она плавает там, эта рамочка. Но я делать не буду. Так, перчатки вот не стала надевать, к сожалению. Ну, вообще-то зря. Надо было одеть. И теперь я промазываю все бока, которые у меня не намокли от краски. Заднюю стеночку тоже прокрашиваем. Но с задней стенкой потом будет отдельная история, как ее хорошо сделать, чтобы она не прилипла и не стала полосками. Это потом. Просто сейчас не до нее как бы. Сначала надо сделать хорошо переднюю стеночку, переднюю сторону. Так, пока пускай так. Вот смотрите, вот такие лужи получились. Теперь что я делаю? Я беру какую-то сухую кисть и начинаю вот этой кистью вот это все убирать. То есть я убираю излишки вот этой жидкости.
Просто такими обычными вот движениями. И о салфетку я все это протираю. Вот сейчас опытные какие-то мастерицы могут сказать, вот делать ей нечего, занимается практически ерундой. Но знаете, вот у каждого свой способ, свой метод. Я, естественно, не хочу навязывать свои идеи кому-либо, всем подряд. Но вот, тем не менее, этот вариант мне нравится тем, что краска ложится очень-очень хорошо, очень равномерно. При этом не остается луж вот в этих вот выемках и уступчиках на заготовке. Видите, как все ровно получается? Она получается практически ровно размазанная, эта краска. Здесь нет никакого вот излишества. Вот так. Сейчас гипс впитает краску и возьмет в себя, что ему надо. Лишнее он не возьмет. Лишнее бы засохло сейчас обыкновенными такими большими водянистыми лужами и сохнет дольше, опять же. И задник я тоже, смотрите, я промазываю, пока сейчас это возможно, и оставляю сушиться вот в таком положении, чтобы у меня задняя стенка не касалась вся полностью корыца, потому что там останутся пятна, она сейчас прилипнет к этой штуке. Вот как-то так я оставляю сушиться. Это можно посушить либо феном, либо на воздухе, как вам нравится, как вам удобнее. Сейчас это все высохнет, и я буду красить второй и третий слой вот точно так же. Возможно, хватит 2 слоев. Тут надо смотреть по состоянию краски и как оно прокрасится. Ждем, пока высохнет. Для ускорения процесса я использую фен, хотя можно было и сушить без него. И вот смотрите, это всего лишь 1 слой этой краски, насколько она получается уже хорошо прокрашенная, беленькая, ровненькая. И как я вот заметила уже, никаких нет подтеков и вот водянистых луж вот в этих вот выемках. Теперь я сейчас буду красить второй слой, но предварительно вот эту вот корыцу нужно помыть все-таки, потому что сейчас я испачкаю задник. Вот как идея, можно положить на низ этого корыца какие-то 2 палочки, либо я вот использовала 2 обрезанные трубочки бумажные, из которых я плела. То есть, чтобы не касалось дно вот этого мокрого корыца. Так, теперь мы наносим точно такой же еще 1 слой белой краски. Обязательно краску размешать, потому что она со временем оседает на дно. Но здесь будет сейчас немножко трястись, поэтому можно просто, придерживая так пальчиками, промазать все это. Если краска у вас густая получилась, все-таки добавьте немножечко воды побольше. Пускай будет пожиже, но прокрашиваться будет прекрасно, тем не менее. И точно так же убираем излишки влаги вот сухой кисточкой. Я пробовала промокать салфетками, но не получается так. Они, во-первых, не залезают во все эти ложбинки, как вот кисточка. Кисточка, она проникает. Сейчас задача убрать излишки воды, вот этой вот белой воды, краски. Ну и все. Также проверяем обязательно задник. Ну, здесь должно быть все нормально, если ничего не наляпали, конечно. Вот. Ну, разровнять, посмотреть обязательно надо. И укладываем снова сушиться вот в таком положении, чтобы было все на воздухе. Опять сушим. И этого, наверное, будет достаточно. 3-й раз я красить не буду. Точно так же я обработаю сейчас другую рамочку, вот эту вот. И она у меня останется белой. Эту я буду дальнейшим образом декорировать. Сейчас я покажу. Я 1 рамочку уже сделала. И в результате 3 слоев вот такого окрашивания у меня получилась вот такая рамочка. Как вы видите, она идеально белая. Она очень хорошего качества получилась. То есть все вот эти вот закуточки узоров все прокрасились прекрасно. Нигде нет никаких наплывов, подтеков и так далее. То есть вот такая хорошая рамочка. Здесь я сделала 3 слоя окрашивания вот таким способом. Итак, я сделала 2 рамочки. Тройное окрашивание. Вот в этой жидкой белой краске окрасила рамочки 3 раза и просушила. Так, эти 2 рамочки пока оставляем. Они нам временно не нужны. Их декорировать я буду дальше.
А сейчас я займусь третьей рамочкой. То есть это третий способ декорирования, и он будет совершенно другим. Для этого я использую морилку. Морилку по дереву цвета палисандр. Обыкновенная вот морилка, которая продается в магазинах. Что я с ней делаю? Я просто ее наливаю вот в это корыто. Вот так. Ну, на сей раз я делаю перчатки, потому что руки точно испачкаются. И теперь я беру не обработанную ничем рамочку, она чисто гипсовая. И... Ой, она мне не влезает, ну почти влезает. И окунаю вот в этот вот раствор. Ой, какая красота! Кстати, уже красиво. Смотрите, как красиво получается. Какие тут прям узоры пропечатались сразу. Как здорово! Просто очень красивая рамочка сама по себе. То есть промазываем вот эти все места. Можно пальцем, можно кисточку взять какую-то, что вам удобнее. Так, это вот окунание мы сделали. Теперь убираем состав куда-нибудь в сторону, чтобы не мешало. Укладываем рамочку на бумажку. И если у вас есть вот эти вот какие-то подтеки, то сухой кисточкой все вот это вот убираем. Кисточку промакиваем либо вот так, либо вот о салфетку. То есть в данном случае нам нужно убрать вот эти лишние подтеки краски, ой, точнее морилки. Вот так. Вот такая она уже стала симпатичненькая, но этого еще недостаточно. Сейчас я ее подсушу и обработаю таким еще способом еще пару слоев, это как минимум. Я буду смотреть по ситуации цвета. То есть я хочу добиться довольно-таки темного коричневого цвета. Цвет у меня данной морилки палисандр. Я не помню, сказала я или нет. Сейчас я это сушу. Ну вот мне было лень сушить естественным способом, хотя естественным способом сохнет, конечно, лучше. Я подсушила феном. Вот. И теперь я снова беру корытце с морилкой и повторно окунаю рамочку. Она становится при этом еще более темной. Но сам по себе цвет не черный, конечно, не такой прям темнющий. Он именно темно-коричневый. Поэтому тут смотрите по состоянию вашего вот этого оттенка. И слоев надо сделать столько, сколько посчитаете нужным. Я сделаю 3 слоя точно. Обязательно проглаживайте, вернее, проходите кисточкой заднюю стенку тоже и смотрите за ее состоянием в процессе работы. Не забывайте об ней, потому что она может потом просто к бумаге прилипнуть. И вот этой кисточкой я уберу вот эти подтеки, а бумажку вот так вот. Можно, кстати, попробовать и бумажка. Но бумажка у нас не проходит вот в эти всякие углубления. Почему хороша кисточка? Она проникает во все вот эти вот выемки, щелки и так далее. И убирает вот излишки оттуда. Здесь буквально не надо немножко совсем-то сделать. Вот так. И заново сушу. Так я сделаю 3 слоя и потом посушу это все уже, естественно, на воздухе. У нас сейчас на улице солнышко, вот как раз на солнышко вынесу, это высохнет очень быстро. Сохнет вообще-то быстро довольно-таки слои, но последний окончательный слой нужно просушить полностью. То есть смотрите за его состоянием и сушите. Видите, что получается над бумаги? Вот такие подтеки. Вот обязательно смотрите за этим моментом также. Не допускайте вот этого и разравнивайте все это кисточкой. И вот этот вот ободок то же самое. Смотрите за ним. Руки сейчас, потому что с морилкой левая рука, и она может оставить отпечатки. То есть обязательно смотрите за всеми этими моментами в процессе работы. А сушить можно вот так. Раз. Может убрать вот так. То есть она не прислоняется у нас к основанию и спокойно лежит. Я сушу дальше. Мои рамочки подсохли. И посмотрите, какая красота. Вот даже в таком варианте коричневая рамочка уже очень красивая. Она прям как будто вот глиняная получается. Старинный такой горшочек, кувшинчик. Очень здорово получилось.
теперь я начну с этой рамочки дальнейшую работу. И эту рамочку я сейчас буду декорировать, немножечко оттенять белым цветом. То есть сделать такую белую патину. Для этого я использую краску, опять ту же самую, которой я красила рамочки. Это делается довольно-таки просто. Это называется метод сухой кисти. Наверняка вы это знаете. Но вот в данном случае я буду использовать ее. Я беру сухую щетинистую кисть. Немножечко окунаю в краску. Прям буквально капельку-капельку. Вот больше не нужно. И теперь излишки краски я удаляю на бумажку. Чем больше удалите, тем лучше. То есть она должна быть прям вот сухая практически. Вот так. И теперь такими нежными движениями надо по этой вот рамочке, этой кистью просто помахать. Ну, покрасить. Сейчас я добавлю немножечко краски побольше и сделаю посильнее яркость. То есть я сделаю сначала такое фоновое тонирование. Теперь краски чуть больше. Так, выбиваем ее как можно лучше. Ну, начну, наверное, с центра. То есть я еле касаюсь вот этих вот выступов, сильно не нажимаю. Ну, посмотрите, что уже получилось. Я сейчас еще поярче выделю вот эти цветы. То есть я макну еще раз в краску, немножечко побольше. Ну, как бы не побольше, а вот возьму ее с бумажки. И именно цветы пройду. Ну, вот, наверное, так. Мне кажется, достаточно. Сейчас только я осмотрю ее со всех сторон. Здесь немножечко посильнее надо, а то она выделяется, это место. Ну, вот так получается. Смотрите, какая красота получилась. Сюда вставляется картиночка, и будет вообще здорово. Вот в таком состоянии я оставляю сушиться. И потом нужно будет покрыть одним слоем акрилового лака. Я использую лак V33. Очень хороший лак, быстро сохнет, быстро наносится просто. Показывать, как наносить лак я не буду. Здесь, в принципе, никаких хитростей нет. То есть вы высушиваете, наносите один слой лака и высушиваете снова. Все. Теперь эти две рамочки. Ну, как я говорила, одну из них я оставляю чисто белой. Наверное, я вот эту оставлю белой рамочкой, а вот с этой буду сейчас заниматься. Пускай будет так. Эту рамочку я буду декорировать при помощи вот такой красивой мятной краски. Я ее сама замешала, сделала в белую краску, добавила немножечко зеленого, немножечко синего. Получилась вот такая красивая мятный цвет. И сейчас я буду с помощью этой краски декорировать эту рамочку. Я немножечко краски отливаю в сосуд. Ну, буквально вот тут надо капельку совсем. Вот так. Достаточно будет вот этого. Далее сюда же нужно немножечко воды. Так, воды буквально вот пол вот этой порции. Ну, где-то, наверное, вот так. Теперь замешиваем. И сейчас смотрю, хватит ли воды. Возможно, еще немножечко надо будет добавить. Нет, маловато. Еще буквально капельку. Нужна вот такая же масса, как у нас была в первом случае. С белой краской. Нужна такая жиденькая красочка. Вот. Теперь я опять возьму это корыто. В нем, кстати, очень удобно работать. Укладываем сюда. И теперь я прохожу кисточкой вот прям по этой рамке, стараясь, чтобы она у меня затекла во все дырочки. Вот так вот. То есть я промазываю прям все плотненько. Нам надо заполнить все вот эти дырочки, которые в узоре.
Я специально эту рамку выбрала, она потому что более узорная такая, более глубокие узоры, и на ней данная вот отделка будет смотреться интереснее. Все, я промазала. Вот я взяла одноразовые такие тряпочные полотенца, намочила ее, хорошо отжала. И вот теперь этой тряпочкой вот прям по макушкам вот так. То есть нам надо добиться, чтобы рисунок проявился. Видите, какая разница получается? То есть здесь вот более насыщенный цвет, а здесь проступает та самая белая основа, которую мы красили белой краской. До какого момента так вот делать? Как вам нравится? То есть остановитесь тогда, когда считаете нужным. Если вам кажется, что мало прокрас вот этого зеленого цвета, можете еще раз, вот прямо сейчас прокрасить зеленой краской. И затем снова вот этой вот мокрой тряпочкой, влажной, все, излишки все вот эти удалить. То есть процесс такой, бесконечный, можно сказать. Как вам нравится, так и красьте. Ну, вот мне кажется, что получается очень здорово. Она совершенно отличается от просто белой. Вот, смотрите, как получается здорово. Вот такая рамочка. И вот вам для сравнения белая. Вот, смотрите, как здорово. Вот на этом я остановлюсь. Пускай теперь все это дело высохнет. И останется также покрыть слоем акрилового лака. Одного слоя вполне достаточно. И после этого уже можно будет оформлять заднюю стенку вот этих рамочек. Вот такие 3 рамочки у меня сейчас есть. Это коричневая рамочка. Покрашена 3 слоями морилки цвета палисандр. Эта рамочка просто белая, покрашена опять же в 3 слоя краски. Эмаль акриловая, белая. И эта рамочка тоже покрашена сначала белой краской, а потом сделана вот такая вот лессировка, тонировка. Как правильно, я не знаю, называется этот способ. При помощи тоже акриловой краски цвета мяты. Рамочки покрыты лаком в 1 слой. Лак наносила как обычно. То есть сначала нанесла кисточкой, потом промокнула поролоновой губочкой небольшой. Вот и все. И теперь я буду делать для них задники и распечатывать картинки. Я перехожу к последней части моего мастер-класса, в которой будет рассказано о том, как оформить правильно заднюю стенку. Ну, насчет правильности, конечно, здесь можно поспорить, потому что вариантов, конечно, может быть много. Но вот мне очень понравилась идея Юлии Крыловой, которая оставила комментарий в предыдущем видео. И я решила воспользоваться частично вот ее способом, потому что он на самом деле наиболее интересный мне показался. Покупать какие-то запчасти сюда ставить, просто я не знаю, честно говоря, где это продается. Возможно, на Алиэкспресс что-то есть, но вот, честно говоря, не знаю. Я такими вещами никогда не занималась, не интересовалась, поэтому. Сейчас я сделаю довольно-таки простую конструкцию, но в то же время она будет эффективная. Я подготовила, распечатала картинки вот непосредственно для всех этих 3 размеров, 3 рамочек. Взяла свой набор картинок с розами, переделала немножко его и вот сделала под размер непосредственно этих картинок. Также для работы мне понадобится небольшой листок картона. Но вот у меня такой. Нужно, конечно, использовать чуть толще, но, к сожалению, я не нашла ничего такого. Ну, в этом мастер-классе могу показать на этом, чтобы вам было понятно сам принцип. А вообще использовать лучше такой переплетный картон, он более толстый. И такой совет. Желательно покрасить картон в цвет вашей рамки. То есть мы будем крепить его сзади, чтобы его было не видно за пределами рамки. Его можно покрасить в цвет рамки. Вот непосредственно здесь коричневая рамка. И, соответственно, картон можно покрасить в коричневый цвет. Хотя такой размер, конечно, тонкий, он не виден совершенно, будет незаметен. Поэтому можно и обойтись. Итак, что я делаю?
я беру рамку, то есть в чем заключается идея? Я беру рамку и рисую ее макет. Вот я обвела, положила на лист бумаги и обвела ее с обеих вот этих вот овалов, то есть внутренний и внешний. Соответственно, я также сделала для прямоугольника вот то же самое и для вот этого резного. Здесь, конечно, сложнее, но здесь немножко по-другому. Сейчас я буду делать выкройку уменьшения. В чем заключается суть метода? Мы берем этот овал и вырезаем его не по вот этой линии, которая получилась, а где-то на полсантиметра, вот так вот, меньше. Точнее, вот изнутри больше, а здесь получается меньше. То есть мы вырезаем эти овалы вот с таким припуском, вот по этим пунктирным линиям, чтобы вот этот бублик, ну, как я его называю, получился чуть меньше. Сейчас я переведу это на картон, вырежу и покажу дальше, что должно быть. Я буду показывать вам на примере одной из картинок. Остальные делать не буду, сейчас там все аналогично. Я вырезала овал, срезав от края 5 миллиметров. Вот как я и говорила об этом. Вот смотрите, вот овал начерченный. Вот я обрезала. Здесь я начертила пунктирной линией уже сразу линию, по которой резать я буду. И здесь вот есть важный момент, почему я, собственно, и показываю. Нам нужна вот эта окружность, вернее, вот этот овал целиком, то есть неповрежденный, чтобы потом его использовать в дальнейшем креплении картинки. Поэтому сейчас я буду вырезать его при помощи ножа очень аккуратно вот по этой намеченной линии. Если есть лекало такое, можно использовать лекало. То есть нельзя его испортить. Если вдруг вы испортили, делается какая тогда вещь. Вырезаете уже как есть, потом берете этот внутренний овал, накладываете на новую картонку, обводите и уже просто картонку вырезаете точно такого же вида, как этот вот овал. Я буду вырезать сейчас без камеры, потому что хочу, чтобы было ровненько. Я вырезала ножом ровненько вот этот овал. И теперь дальше крепится все это таким образом. Берем нашу рамочку. На заднюю сторону приклеивается вот этот вот большой овал. Ну вот, честно говоря, немножко маловато вот здесь обрезала. Надо было чуть больше сделать отступ от края. Где-то примерно на миллиметров 5. Ну, ладно, я пока вам покажу, как. А вообще имеется в виду, что надо... Сейчас поймете, почему. Потому что я немножко плохо рассчитала размер. Значит, смотрите, какой будет бутерброд. Вот так сначала приклеивается вот этот овал сюда, к рамке. Далее мы вырезаем картинку вот эту вот по размеру вот этого внутреннего круга. Ну, он, соответственно, равен и вот этому. То есть у меня все рассчитано здесь хорошо. Я сейчас все это вырежу, картинку вырежу и покажу, как дальше все это собирается. Так, вот я приложила круг к картинке и вырезала ее прямо по этому кругу. То есть белые поля все срезаются. Далее смотрите, вот эта картинка. Здесь приклеено, считаем, что приклеено. Вкладывается вот сюда. То есть она, получается, упирается вот в этот вот бортик коричневый, который здесь остался. Вот так накладывается. И потом перекрывается вот этой вот вставкой. Вот так. То есть вставка перекрывает картинку, вставляется в свой вот этот вот вырез. Вот так. Сейчас посмотрим. Вот. И, соответственно, вот здесь и здесь и здесь я просто придумала как. Юлия советовала какие-то купить вот эти вот поворачивающиеся штучки, которые у картин бывают. Но здесь такая конструкция простая, что здесь не надо ничего, каких-нибудь заморочек. Здесь просто отрезается кусочек изоленты, точнее малярной ленты, скотча. И вот так приклеивается здесь, здесь и здесь. Вот и все. То есть картинка никуда не вывалится. Вы всегда ее сможете заменить. И будет очень удобно. Кроме этого, я еще что тут придумала. Вот пока мы не приклеили вот этот вот большой внешний бублик, вот здесь вот просто иголкой с той стороны протыкаете 2 дырочки и ниточку оставляете в качестве петли. Либо можно изнутри приклеить на том же скотче, ну хотя здесь скотч не очень-то надежный, лучше сделать ниткой и заклеить. То есть делаем петельку для подвеса. И получается вот такая вот красивенная картинка. Посмотрите, какая прелесть получается.
Сейчас я все это соберу и покажу уже, как окончательно это выходит. То есть при таком креплении, оно, конечно, не совсем такое, может быть, простое, но с другой стороны ничего сложного здесь тоже нет. Но у вас взаимозаменяемый все время этот механизм получается. Вы это снимаете, меняете картинку и все. Это приклеивается, повторяю, это просто я не приклеила еще. Вот такая замечательная идея, потому что я хотела делать вообще по-другому. То есть идея номер 2, это вот я изначально хотела. Я хотела взять картинку, ну, чуть побольше надо было ее, конечно, с полями вырезать. И, как говорится, тупо приклеить вот так вот. Вот скотчем сюда, сюда и сюда. Все. В принципе, так тоже можно сделать. То есть это тоже вариант нормальный. Для такой рамочки такое решение тоже допустимо, потому что здесь ничего такого тяжелого нет, она не рухнет у вас. Вот. Ну, такой вариант, мне кажется, интереснее, просто он сзади будет красивее смотреться. Опять же, этот задник можно как-то оформить. Его можно, во-первых, покрасить в коричневый цвет, ну, в данном случае. Можно какую-то здесь картинку даже нарисовать. Ну, то есть, получается, у вас рамочка двухсторонняя, такая красивая. Ну, на стене все равно не видно, поэтому тут заморачиваться не стоит. Вот готова у меня первая картиночка. Мне очень нравится, как получилось. Такая хорошенькая. Вот вам крупным планом. И смотрите, как я сделала. Я просто, как вот я говорила, приклеила сначала эту внешнюю рамку, окантовку, вложила туда картинку с распечаткой. И после этого заклеила вот на малярную ленту. Также я сделала маленькую петельку из нитки. Просто иголкой снутри протащила нитку и там завязала ее друг за дружку, чтобы получилась такая круглая такая петля, чтобы она не выскочила. Вот и все. Но вот опять же я рекомендую все-таки использовать картон чуть-чуть потолще, потому что мой тонковат. Ну вот у меня такой детский картон для творчества. Лучше потолще. Хотя, в принципе, и с этим никуда ничего не денется. Сейчас я доделаю остальные, покажу вам все 3 рамочки. И, наконец, заключительный эпизод моего видеоролика. Я показываю вам все 3 рамочки, которые у меня получились. Итак, это первая, которая была сделана в прямом эфире. У нее крепление, как я вам показывала, все сделано. Все, петелька, все есть. Вот эта рамочка сделана аналогично. То есть я не стала, естественно, вырезать вот эти все орнаменты. Просто сделала овал и точно так же закрепила ее сзади. И последняя рамочка прямоугольная, с этой вообще все просто. Точно так же вырезается, ножом на коврике режется. И я закрепила здесь на уголках, потому что мне показалось, что так лучше, и уголки опять же не будут оттопыриваться. Идеально ровно встает к стене, то есть все тоненькое, все хорошо. Для таких рамочек картонка вполне нормальная, но можно потолще, конечно, капельку. И можно вешать на стенку, создавать красивый уголок в любом месте, где вы хотите. Можно также поставить на подставку, то есть приклеивается здесь еще подставка, как у картин таких настольных, и можно вот так вот ее просто поставить. То есть можно использовать сюда картинки, фотографии, вышивки, ну что-то, какие-то, может быть, орнаменты вы придумаете, все что угодно. Вот такая красивая штука у меня получилась. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился, потому что вот подобной информации, если честно, в интернете я не нашла. Я очень долго искала, как закрепить рамочку, и не нашла вообще ничего практически. Все советы, которые там были, они просто берут рамку готовую с пазами и в эти пазы вставляют картинку. Такого не было нигде. Я воспользовалась советом Юлии, частично его переделала, естественно, потому что, как она говорила, так я сделать не смогла. И сделала вот такие красивущие штучки. Если понравилось, ставьте лайк, берите себе на вооружение эти советы, наверняка вам понравится. Рамочки можно купить на Алиэкспрессе, на Вайлдберри. Там продаются рамки Арт-Просвета, вот писали в комментариях, что хорошие рамки. И можно на самом Арт-Просвете посмотреть. Также есть в интернете, смотрите, просто задавайте вопрос Яндексу, силиконовые молды для изготовления рамок, и вам наверняка информация выйдет. Все, на этом я заканчиваю данный ролик. До новых встреч. Всем пока, удачи и пишите комментарии, понравился ли вам этот ролик.
Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba.